Мы продолжаем с вами разбирать обновленную серию внешних аудиоинтерфейсов от Steinberg, серия C. Сегодня в гостях на канале «Давай запишем» у нас Steinberg UR24C. Что это за зверь такой и главное, на что он способен, узнаем с вами вместе. Если вы видели наш обзор на UR22C, то здесь вы не найдете чего-то кардинально нового. Стоят все те же самые микрофонные предусилители D-Pre от Steinberg. Каналов на вход также два. Они оборудованы комбо-входами, то есть сюда можно подключить микрофоны, как динамические, так и вот в нашем случае конденсаторный микрофон, потому что здесь, конечно же, есть фантомка. К слову, микрофон расположен сейчас надо мной, вне кадра, вы его не видите, расстояние до него примерно 40 сантиметров. И вот такой звук вы сможете получить с помощью этой самой карты. Усиление при этом у нас выставлено где-то в районе 2 часов. Также сюда можно подключить и линейные источники, и, что немаловажно, можно подключать инструмент. В первый канал он оборудован инструментальным режимом, активируем его с помощью специальной кнопочки, вставляем джек в инструмент и начинаем играть. Регулятор, с помощью которого можно задавать соотношение сигнала приходящего на ваши входные каналы к сигналу, который воспроизводится с компьютера, остался. Его было бы странно потерять на старшей версии карты, но здесь начинается нововведение. Тут у нас есть сразу два режима, в которых может работать этот внешний аудиоинтерфейс. О них мы поговорим чуть-чуть попозже. Это режимы, которые относятся у нас к мониторингу, и мне кажется, о них будет логичнее говорить, когда мы уже затронем основную тему мониторинга. Что у нас осталось на лицевой панели, это раздельное усиление под наушники, а также для мониторов. Ну и, конечно же, выход, чтобы подключить эти самые наушники. Давайте переходить на заднюю часть. Сзади мы найдем USB Type-C, разъем для внешнего источника питания при подключении к планшету, к примеру, MIDI, а также ответ на вопрос, откуда четверка в названии. Если двойка у нас обозначает количество входов, то цифра 4 говорит нам о 4 независимых моновходах, ну или 2 стереовходах, тут как вам удобнее. Первая пара реализована как в виде TRS с усилением, так и в виде линейных RCA. Вторая пара у нас дана лишь в виде линейных RCA разъемов. До этого у нас в ролике звучал лишь конденсаторный микрофон, я за кадром сделал небольшую перестановку, и теперь у нас подключен динамический микрофон, и звучит он следующим образом. Это AC-V7. Возвращаемся на кондер. Стоит поговорить не только о предусилителях, которые мы сейчас, кстати, с вами и послушали. Причем вы должны прекрасно знать, что предусилители по-разному красят звук микрофона, а тем более динамического микрофона, который более подвержен вот этому самому окрашиванию. Так вот, стоит поговорить и о преобразователях, потому что это тоже своеобразная фишка вот этого устройства. Здесь мы имеем 32 бита на 192 кГц. Учитывая, что средняя температура по больнице среди звуковых карт вот этого сегмента является 24 бита, то это очень и очень хороший и даже достойный результат. Одной из главных фишек именно вот этой карты являются два независимых стереовыхода. И как раз таки для того, чтобы как можно больше впихнуть сюда различных мониторных функций, вот этот самый мониторинг, он был реализован в двух различных режимах. Первый режим, который у нас сейчас активный, называется DAW. Как несложно догадаться, он создан для студийной работы в условиях вашей цифровой рабочей станции. Соответственно, режим переключения у нас отвечает за то, какой сигнал пойдет у вас на наушники, будет ли это первый стереовыход или второй стереовыход, который вы можете задать в вашей рабочей станции. Соотношение сигнала работает как обычно, вы можете регулировать звук с микрофона, допустим, соотношение его к звуку, например, минуса, который у вас играет в вашей цифровой рабочей станции. Дела меняются кардинальным образом, когда мы переходим в режим DJ. Как несложно догадаться, здесь разговор пойдет именно о живой работе. Двухпозиционник у нас выбирает, что будет с двумя сигналами, которые у нас при этом идут на мониторинг. Первый сигнал — это мастер, стереомастер. Второй сигнал — это Q, то есть мониторный, с помощью которого мы можем как раз таки сводить треки, чем занимаются диджеи. Один режим двухпозиционника позволяет нам раскидать эти сигналы по ушам, и крутилочкой мы можем регулировать их соотношение. Вторая позиция двухпозиционника ставит оба сигнала
по центру, соединяет их вместе, и крутилочкой мы с вами можем регулировать их соотношение, опять же, друг к другу. Слышим один громче, слышим другой тише, и то же самое наоборот. Возвратимся обратно в режим DAW. В принципе, если нас сейчас смотрит диджей, то диджей понимает, для чего это все нужно. Для всех остальных я скажу, что это действительно очень и очень хорошие возможности по мониторингу, которые порой так не хватает в живой работе. DSP-процессор, а я напомню, что он здесь имеется, может нас порадовать сразу несколькими приятными плюшками. Ну, во-первых, уже на этапе записи, неважно, что вы будете писать, гитару или, к примеру, вокал, вы сможете услышать звук, который примерно будет походить на конечный результат. Или, например, вы привыкли слышать немножечко ревера на своем вокале, вы привыкли скомпрессированную гитару слышать. Этого всего можно добиться с помощью DSP-процессора. Конечно же, это разгружает мощности вашего компьютера, потому что вся обработка, неважно, компрессия, это эквализация или реверберация, это все происходит внутри карты. Сигнал даже не попадает в компьютер. То есть это разгружает мощности. Опять же, задержка. Это очень важный фактор, учитывая, что здесь есть эмуляция гитарных голов, и для гитаристов задержка — это действительно важный параметр. Здесь она нулевая, но она приближена к нулевым значениям, вы ее даже не почувствуете, потому что вся обработка, все эмуляции голов происходят внутри аудиоинтерфейса. Как еще одна довольно интересная фишка, для которой можно использовать вот эту карту, можно делать обработки для вашего проекта, но не в проекте, а здесь, через DSP-процессор. Опять же, разгружать процессор вашего компьютера и, возможно, находить какие-то новые звучания, кто знает. Кстати, здесь мы с вами сможем найти Channel Strip, это компрессия, а также эквализация. Здесь мы с вами сможем найти эмуляцию гитарных усилителей и ревербератор аж на 3 различных вида реверберации. Это Plate, Room, а также Hall. Все это устанавливается очень легко, и контрольная панель DSP Mix FX, и драйвер, это все качается одним архивом с официального сайта, устанавливается автоматически, вы можете просто заварить себе кофе и наслаждаться процессом, а потом наслаждаться тем, что у вас получится в процессе записи. От одного интерфейса к другому, тем более той же самой серии, звук гитарных голов совершенно не меняется, поэтому, чтобы лишний раз все это дело не разжевывать, мы оставим для вас ссылочку, во-первых, в описании, а во-вторых, вон там в аннотации будет ссылка на ролик, на обзор UR22, там мы послушали и гитары, причем все виды усилителей, там мы послушали Channel Strip, и там мы слушали реверберацию. Если вам интересны живые примеры, заходите и смотрите. Вот здесь мимо чего мы не можем с вами пройти, так это мимо задержки, потому что это действительно важный параметр, и он пригодится не только гитаристам, которые любят играть, ну вот не с эмуляцией, допустим, от Штайнберга, а с каким-то любимым наруленным звуком в Риге или Хеликсе, ну так и вокалистам, которые любят навесить VST компрессию, эквализацию, ревер, дилейчику добавить и прочего такого. Ну, так комфортнее исполнять, и мы прекрасно таких людей с вами понимаем. Сегодня на ваших экранах будет, как всегда, наш любимый дуэт Андрей Позов и Леонид Оганесян. Позовем их в студию, подключим к карте и запишем. На краю вселенной я падаю вниз, это неизбежно. И ты за прошлое не держись, плавятся звезды, время превращает все в пыль. Это несерьезно, здесь все перемешалось, быль и не быль. Наши города погружаются в туман, как всегда по утрам, будто изо льда. Наши души, а потом суета, и каждая струна во мне натянута. Ведь ты же знаешь, как нужно. Включи во мне свет, выключи память, сколько будет еще побед, не сосчитать их. Включи во мне свет, выключи мысли, неважно вниз или вверх.
Главное, что здесь и сейчас мы вместе. Если проводить параллели с UR22C, то здесь мы получаем два дополнительных канала на выход и два режима мониторных. Конечно же, нам больше интересен режим DJ, который, я повторюсь, поможет диджеям, поможет в живой работе, например, при работе с такой программой, как Traktor. Большой динамический диапазон, достаточно широкий, преобразователи до 32 бит, фирменный D-Pre на микрофонных каналах и прекрасный, не побоюсь этого слова, предусилитель наушников. Что еще нужно для счастья? Правильно, нужны бесплатные плюхи, которые здесь имеются. При покупке вот этой карточки вы сможете получить кучу бесплатного программного обеспечения. Сейчас полный список у вас появится на экране, там действительно очень много всего, я даже не запомнил. Вот. Мне кажется, программа максимум на сегодня у нас была выполнена. Друзья, чтобы уж до конца выполнить план, я приглашаю вас в комментарии. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого интерфейса. Если вы являетесь обладателем какой-то карты, допустим, от Steinberg, напишите, а как вам она, какой опыт вы получили при работе с этой картой. Нам будет очень интересно почитать. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами говорим о Pro Audio. Мы с вами говорим о Pro Audio. Нет, давай еще разочек. Вторая выводится лишь на вторую пару тюльпанов. Я не... Давай сюда же, я не записывал.